Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! С вами Марина, канал Вяжем Вместе. И сегодня я хотела бы вам показать вот такую зигзагообразную резинку 2 на 2 на основе резинки 2 на 2, скажем так. Видела в исполнении бабушкиных петель, но ни разу не видела в исполнении классических. Поэтому вот предоставляю вам два образца. Левый связан бабушкиными петлями и правый связан классическими. В данном случае я делала два ряда для того, чтобы развернуть петли, для того, чтобы они встали как бабушкины петли. Но вы видите, как меняется, да, вид. Поэтому я считаю, что надо вязать сразу же с первого ряда, без подготовительных рядов. Резиночка-то очень симпатичная, но я думаю, что для некоторых, кто не видел в классическом исполнении, а вяжет только классическими петлями, и очень сложно переключиться на бабушкины, для этих вязальщиц, для этих моих подписчиков и для гостей я хочу показать. Вот он, этот вариант. Ну, первый, естественно, я покажу в исполнении бабушкиных петель и классическими петлями. Ну что ж, начнем вязать. Сейчас у меня на спицах 22 петли, кратные 4 плюс 2 кромочных. Начнем с того способа, который вяжется у нас бабушкиными петлями. Его, в принципе, уже все видели и знают, но все-таки начнем с него. Вот в этом случае я вязала два подготовительных ряда для того, чтобы, в общем-то, развернуть наборный ряд, ну, для того, чтобы получить петли, как они стоят при бабушкином способе вязания, поскольку в наборном ряду они у нас стоят, как при классике, лицевые будут стоять. Но это наборный ряд. Если мы здесь провяжем их сразу же за заднюю стенку, никакого перекреста особо видно не будет. Первую кромочную мы снимаем. И теперь у нас предполагается 2 первых лицевых, 2 лицевые. Первую мы провязываем, мы берем вторую, подхватываем за заднюю стенку и провязываем одной лицевой. Теперь мы берем, подхватываем, не снимая со спицы, первую и тоже провязываем лицевой. И только теперь снимаем со спицы. Теперь у нас 2 изнаночных. Вот самая большая проблема у тех, кто вяжет классикой, это провязать непринужденно бабушкину петлю изнаночную. 2 бабушкиных. Я вяжу классикой. Вот в чем проблема. Значит, далее у нас снова 2 лицевых. Мы подхватываем за заднюю стенку вторую и провязываем ее лицевой. Теперь, не снимая со спицы, берем, подхватываем первую за заднюю стенку и тоже провязываем лицевой. Сняли со спицы. Теперь у нас 2 изнаночных, бабушкиных изнаночных. Провязали. Где-то у меня застряла нить. Так, продолжаем. Снова у нас 2 лицевых. Нам сейчас нужно за заднюю стенку подхватить вторую, провязать лицевой. Теперь за заднюю же стенку подхватить первую, не снимая со спицы. Снова провязать лицевой. И только теперь снять со спицы обе. 2 изнаночных бабушкиных теперь. Снова подхватываем за заднюю стенку вторую лицевую. Провязываем лицевой, не снимая со спицы. Подхватываем первую, также за заднюю стенку, провязываем лицевой. И только теперь снимаем все со спицы. Теперь у нас 2 изнаночных бабушкиных. Далее снова у нас 2 лицевых. Мы опять подхватываем за заднюю стенку, провязываем одну лицевую. Не снимая со спицы, подхватываем первую, тоже провязываем лицевой и только теперь снимаем со спицы. Теперь у нас 2 изнаночных бабушкиных. Кромочная, изнаночная. Теперь следующий ряд. В раппорте 2 ряда, 4 петли, 2 ряда. Второй ряд изнаночный. Теперь перед нами лицевая, мы ее провязываем.
лицевая, тоже провязываем. Теперь у нас 2 изнаночных, те, которые вот мы перекрещивали, да, так интересно провязывали в лицевом ряду. Мы, в принципе, будут изменения только с ними. Мы сначала провязываем вторую, снова вторую, и должны провязать ее бабушкиной петлей, да, изнаночную. Провязали. Теперь вернулись к первой, подхватили ее и тоже провязали бабушкиной, изнаночной. И теперь обе сняли со спицы. 2 лицевых. Теперь у нас снова 2 изнаночных перед нами. Мы снова подхватываем вторую, провязываем изнаночной бабушкиной. Теперь подхватываем первую, ее тоже провязываем бабушкиной изнаночной и обе снимаем со спицы. Далее у нас 2 лицевых, в изнаночном ряду они провязываются без изменений. Теперь у нас снова 2 изнаночных. Мы должны подхватить вторую, провязать бабушкиной изнаночной. Теперь вернуться к первой, тоже провязать бабушкиной изнаночной и обе их снять со спицы. 2 лицевых. Снова у нас 2 изнаночных. Мы провязываем изнаночной бабушкиной вторую, не снимая со спицы, провязываем первую бабушкиной изнаночной и теперь сняли со спицы. 2 лицевых. Снова 2 изнаночных, подхватываем вторую бабушкиной, провязываем. Теперь первую тоже провязываем бабушкиной изнаночной. Бабушкиной изнаночной. Провязали вторую, теперь сняли со спицы. Кромочная, изнаночная. Вот так вот у нас уже образовывается рисунок. Сейчас провяжу еще один раппорт и покажу, как вязать классику. Так, вот у нас 2 лицевых. Смотрим, да, как они расположены. Вот они стоят. Правой стенкой позади. Вот мы и вяжем первую лицевой, вторую лицевой. И обе сняли со спицы. 2 изнаночных, бабушкиными изнаночными провязываем. Теперь снова у нас лицевые. Смотрим, как стоят. Видите, бабушкиными они стоят у нас. Вторую провязываем, первую. Первую. Обе снимаем со спицы. Бабушкину изнаночную провязываю. Я сама себе говорю, потому что это уже сложно. Теперь у нас снова 2 лицевых. Первую, вторую, вернее, вторую. За заднюю стенку провязали вторую, не снимая со спицы. Провязали первую. И только теперь снимаем со спицы бабушкины, изнаночные бабушкины. Так, снова лицевые, одну лицевой, вторую, вернее, первую лицевой. И теперь обе снимаем со спицы. Бабушкины изнаночные. В принципе, во втором-третьем ряду я уже начинаю привыкать к ним, к бабушкиным изнаночным. Так, снова у нас лицевые. Одну, вторую вот петлю мы за заднюю стенку провязали лицевой. Теперь возвращаемся к первой. Тоже провязали лицевой за заднюю стенку. И теперь обе снимаем со спицы. 2 изнаночных. Снова переходим к изнаночному ряду. Изнаночный ряд. Сняли кромочную. Перед нами 2 лицевые. В изнаночном ряду они провязываются. Теперь мы вот к нашим петлям особенным подошли. Вот они изнаночные. Мы за вторую, за переднюю стенку провязываем бабушкину. Теперь первую тоже провязываем бабушкину.
И только теперь, провязав обе, снимаем со спицы. Лицевые без изменений провязываем. Снова 2 изнаночных. Сначала вторую за переднюю стенку изнаночной бабушкиной. Теперь первую изнаночной бабушкиной. Провязали и только теперь сняли со спицы. Лицевые без изменений. Снова изнаночные, подхватили вторую. Теперь первую. Сняли со спицы 2 лицевых без изменений. Снова у нас изнаночные, подхватили вторую за переднюю стенку бабушкиной изнаночной. Подхватили первую бабушкиной изнаночной. И только теперь сняли со спицы. Лицевые без изменений. Вторую изнаночную подхватываем за переднюю стеночку, провязываем бабушкиной изнаночной. Подхватили первую, тоже провязали бабушкиной изнаночной. Кромочная, изнаночная. Вот уже начинает появляться, в общем-то, наша вот такая наша зигзагообразная резиночка. Значит, это тот способ, который бабушкиными петлями. А сейчас я вам покажу, как для тех, кто, в принципе, кому сложно перестроиться на бабушкины петли, кто вяжет классикой и просто не может, никак не может перестроиться на бабушкины петли. И только поэтому отказывается вязать такую резинку. Снова 22 петли, соответственно, кратные 4 плюс 2 кромочных. Теперь показываю для тех, кто не хочет или не может по каким-то причинам отказаться от классических петель. Снимаем кромочную. В принципе, здесь даже и ничего мы не изменим. Они уже стоят, как при классическом способе. Значит, перед нами сейчас 2 лицевые. Только мы теперь их подхватываем не за эту стенку, а вот за эту. Видите, вторую лицевую мы сзади зашли спицей вперед, подхватили и вытянули вот сюда. Теперь мы ее провязываем лицевой. Это сложно, но можно. Теперь снова, теперь уже передняя стенка первой петли, она у нас доступна. Мы тоже подхватываем ее. И тоже провязываем лицевой. И только теперь обе сняли со спицы. Теперь у нас 2 изнаночных. Вот теперь они у нас уже классические. Мои. Так, снова у нас 2 лицевые. Мы сзади подхватываем. Вот таким образом, видите? Зашли за первую. Между первой и второй сзади входим. В этот промежуток подхватываем переднюю стенку. Вот так. И провязываем ее лицевой. Во втором ряду вы уже будете делать это легко. Это сложновато было на хлопке, вот здесь. А с шерстяной пряжей тут проблем нет. Вторая, у первой петли передняя стенка в открытом доступе. Пожалуйста, провязали, обе сняли со спиц. Теперь 2 изнаночных, классических. Снова 2 лицевых. Снова мы входим между ними, подхватываем переднюю стенку. Провязываем лицевой вторую. Передняя стенка первой петли легко доступна. Ее подхватываем тоже за переднюю стенку. Провязываем тоже лицевой. Только теперь снимаем со спицы. Снова 2 изнаночных. Классических. Опять мы вошли между петлями. Между петлями. 2 лицевыми. Сзади вперед. Мы ее вывели. Подхватили переднюю стенку второй петли, вывели ее назад и провязали лицевой. Теперь первую за переднюю стенку тоже лицевой. И теперь обе сняли со спицы. Теперь 2 классических изнаночных. Снова перед нами будут 2 лицевые. Также мы между 2 лицевых вошли правой спицей, подхватили переднюю стенку второй петли, вывели ее назад
И здесь мы ее провязали лицевой. Теперь подхватываем переднюю стенку первой лицевой и тоже подхватываем, и тоже провязываем лицевой петлей. И только теперь обе сняли со спицы. 2 классических изнаночных, кромочная изнаночной. Теперь мы в изнаночном ряду. Первую кромочную снимаем. Перед нами 2 лицевых, провязываем их. Вот теперь те самые наши измененные петельки, вот эти зигзагообразные. Значит, нам нужна кромочная, нам нужна вторая изнаночная петля. Мы ее провязываем классикой. Теперь первую, также за переднюю стенку, тоже классикой. Хочу сказать, что так они изнаночные провязываются легче. Лицевые сложнее, но изнаночные легче. Теперь провязываем 2 лицевых. Снова перед нами 2 изнаночные. Мы их провязываем классикой. Сначала вторую, теперь первую, обе классикой. И только теперь снимаем со спицы. 2 лицевых провязываем без изменений за переднюю стенку, как при классике. Теперь у нас 2 изнаночных, за переднюю стенку классикой вторую. Теперь первую изнаночную тоже классикой. Мне, вот не знаю, мне так удобней. И теперь обе сняли со спицы. 2 лицевых. Теперь снова у нас 2 изнаночных. Вторую за переднюю стенку классикой. Первую за переднюю стенку классикой. Сняли со спицы обе. Теперь 2 лицевых. Мы в изнаночном ряду, видите. Перед нами 2 изнаночных. Вторую классикой. Первую подхватили тоже за переднюю стенку. Тоже классикой. Слетела. Вернем. Вторую тоже классикой. И теперь обе сняли со спицы. Кромочная, изнаночная. Теперь я быстро повторю этот же раппорт. Раппорт 2 ряда. 2 лицевых перед нами. Мы бы вязали их за заднюю при бабушкиных. У нас классика. Входим, подхватываем переднюю стенку, назад выводим, провязываем лицевой. Первую тоже лицевой, обе сняли. Изнаночные, классические изнаночные. Снова вошли между петлями, подхватили переднюю стенку, вывели назад, провязали лицевой. Подхватили, назад вывели, лицевой провязали. Так, простите, не то я вывела. Назад ее оттянули, провязали лицевой. Теперь первую, тоже лицевой. Перед нами 2 изнаночные классические, пожалуйста. Снова между петлями вошли, переднюю стенку подхватили, назад вывели, провязали лицевой. Первую тоже за переднюю стенку лицевой. 2 классических изнаночных. Буквально во 2-3 ряду это будет делаться уже легко. Кромочная, изнаночная. Снова мы в изнаночном ряду. Изнаночные провязываются, в принципе, совсем беспроблемно. 2 лицевых провязали. Изнаночную, вторую классикой провязали. Первую подхватили классикой, провязали, сняли со спицы. Классические лицевые. Вторую подхватили изнаночную, классикой провязали. Классикой провязали первую. И только теперь обе сняли со спицы. 2 лицевые классические. Снова у нас 2 изнаночных.
Мы подхватили за переднюю стенку вторую, классикой провязали, подхватили первую, классикой провязали, сняли со спицы 2 лицевых классических. Снова вторую, подхватили, классикой провязали изнаночную, первую подхватили за переднюю стенку изнаночную, тоже провязали классикой, сняли со спицы 2 лицевых классических. Точно так же вторую классикой изнаночную, теперь первую классикой изнаночную, и только теперь обе снимаем со спицы, кромочная. Вот. Вот такие образуются зигзаги, абсолютно такие же точно, никакой между ними разницы нет. Значит, правых 2 образца связаны классическими петлями, левых 2 образца связаны бабушкиными петлями. Разница только, вот как я и говорила уже, вот в этом случае я 2 подготовительных ряда провязывала. Лучше вязать сразу же с первого ряда. Все получается, все хорошо. Вот они не нужны, они портят вид. Вот, вы присмотритесь, сами для себя решите. Но мне, например, все-таки сложно отказаться от своей классики. Мне уже становится как-то сложно переходить на бабушкины петли, хотя когда-то я ими вязала. Вот. Но, в принципе, я хочу сказать, что и в том, и в другом случае я быстро ориентировалась где-то в ряду в 3-4, наверное. Поэтому выбор за вами. Если вам понравилось это видео, показалось вам полезным, пожалуйста, ставьте лайки, не забывайте. Для меня это очень важно. Буду вам очень за это благодарна. Канал «Вяжем вместе». Вяжите с удовольствием. Всего доброго, Марина.